Друзья, приветствую на канале Дронтех. Ну что, в преддверии выхода нового флагмана линейки любительских дронов DJI пришло время показать, на что способен Mavic 3 Pro, который является флагманом по настоящее время. И я предлагаю посмотреть полет этого дрона на 20 километров с возвратом. Почему было решено провести такой полет и почему именно сейчас? Причин тому две. Во-первых, этот дрон весит на 60 грамм больше, чем Mavic 3, и преодолеть планку 40 километров по дальности полета ему не было суждено, пока отсутствовала специальная батарея для этого дрона и для таких целей. И как всегда, этот пробел закрыл производитель DJIBAT. А во-вторых, летая на этом дроне через сеть 4G, я обнаружил, что после обновления приложения на пульте RC Pro, к сожалению, исчез двухполосный автоматический режим, при котором дрон сам выбирал частоту в полете, и хотя обе частоты и FCC при этом сохранились, ручной выбор не позволял летать в прямой видимости дальше 10-11 километров, и происходил отвал связи и возврат домой. Для того, чтобы убедиться, что дело только в приложении, а не в аппаратной части пульта и дрона, сегодня и нужно совершить этот полет, заодно проверив батарею и ее возможности. Такие батареи сейчас стали востребованы, но при этом и очень много подделок с завышенными показателями. Поэтому мы, как всегда, показываем ее возможности в реальном полете, а ссылки на производителя я оставлю в описании этого ролика. Не буду дальше отвлекать разговорами, вы все сами сможете увидеть на экранах, а я в конце, как обычно, приложу статистику из аэрдаты и скрин полетного центра, из которого видно, что всего за 3 полета дрон преодолел 125 километров. Такого результата я пока не припомню. Желаю приятного просмотра и до новых встреч на канале.